Wonder Woman, или Wakanda, или Wolfenstein. Ладно, я уверен, вы их знаете. И шутки здесь не особо уместны. Миллион поисковых запросов на YouTube за месяц у этих ушей. Пусть, по моему мнению, эти затычки слегка вычурные. Золотой все-таки не мой цвет. Но раскупают их как горячие пирожки. 10-миллиметровый драйвер в затычках нужно еще поискать. Tube 287, всем привет, вы на канале Польза.нет. И учитывая, как много ТВС наушников выгружают каждый день на рынок, я их покупаю, тестирую и ультра быстро рассказываю, чтобы не тратить ваше время. А сегодня я расскажу вам об ушах, которые хотел купить уже больше 2 месяцев, но не покупал из-за их высокой цены. Цена упала, я заказал, и теперь эти импозантные штуковины распаковываются на вашем экране. 10 фактов об ушах Weiser TP1 TVS. Люблю я короткие названия. Первое. Упаковка у них такая, что даже этот пункт вставлять в обзор не жалко. И это не дифирамбы, а констатация факта. Выглядит картонка дорого, расположена внутри все разумно, повреждений при пересылке можно не ждать. Второе. Комплект. Здесь кому как повезет, но в целом все стандартно. Инструкция, притом 2 комплекта, наушники, бокс, кабель зарядки, амбушюры, притом в сумме 5 пар. Я мог бы сказать, зачем здесь 5 пар, но не буду. По моему мнению, амбушюры сразу нужно менять. И это мнение разделяет не 1 сотня человек в комментариях под покупкой у товара. Ну а тем, кому повезет, еще чехол отправляют в подарок. Но после падения цены, как я заметил, таких людей все меньше. Третье. Бокс. И здесь сразу быстро про внешний вид. Блок зарядки в форме овала. Притом, не отходя от кассы, освещу довольно удобное свойство наушников, которое не всегда используется и не всеми. Перед выходом куда-либо бокс брать с собой не обязательно. 4,5 часа звучания на 80% хватает с головой. А сами уши можно выключать, нажав на сенсор, а потом также включать. Такой вот элементарный лайфхак, как отвлечение. Так вот, по поводу бокса. В карман он помещается лично у меня легко. Сделан из софт-тач пластика. Небольшие падения выдерживает без царапин. При тряске не открывается. Из него безумно сложно выколупывать наушники первое время. И с кастомными амбушюрами он может полностью не закрываться. На самом блоке находится блестяшка с надписью фирмы, и к моей нескончаемой радости заряжается он от кабеля Type-C. С тыльной стороны есть диод индикатора зарядки наушников. Функциональных кнопок у него нет. Размер 45 на 16 на 25 мм, сам аккумулятор внутри на 450 махов на борту. В ушах же аккумы по 55 махов в каждом. На 3,5 перезарядки кейса хватает стабильно. Сам кейс заряжается 2 часа, так же как и наушники внутри него. И это довольно долго по меркам современности. Четвертое. Цена на данный момент приемлемая. $59. С купонами реально купить дешевле 50. Продают по ссылке в описании к видео, отзывов почти 1000. Магазин официальный. По моим ощущениям, отзывы реальные. Кстати, кто не подписан, подписываемся. За лайк, подписку, коммент, колокольчик. Вы раз в 2 недели автоматически и навсегда становитесь участником розыгрыша фитнес-браслета Mi Band 4. Полные условия в описании к видео. Розыгрыши всегда на стриме и всегда рандомно. Пятое. Защита от воды IPX5. Дождя и пота в зале уши не боятся. Я в них бегал, не умерли, из ушей не выпадали. Водичкой окачу. После того, как окатил, вроде бы еще работают. Как долго будут работать, узнаете в комментариях. Шестое. Bluetooth версии 5.0. И в этот раз даже рассказывать нечего. В лучших традициях дорогих устройств. Сам чип реалтековский. Подключается быстро, помех даже в зоне Wi-Fi сетей нет. Тестировал на велике по городу, шипения, отвалов и других прелестей не обнаружил. Хотя в отзывах пару человек на скоростных велосипедах жаловались на помехи при езде. Но это, наверное, в очень больших городах. Через 2 стены уши ловят. Да и брак, в принципе, никто не отменял. По прямому расстоянию от источника уши ловят примерно на расстоянии 25 метров. Соответственно, через 2 стены они бьют свободно. Седьмое. Наушники. Также софт-тач пластик. Много блестящего, даже больше, чем Funkel Eye было. Но зато искать просто. Учитывая, что драйвер внутри запихали просто огромный по меркам затычек, а здесь на минуточку он 10-миллиметровый. Габариты ушей, соответственно, более чем приличные. Вот можете Sonor FreeBuds 2 визуально сравнить. Есть у ушей светодиод, который располагается, слава богу, с внутренней стороны и не беспокоит окружающих даже в условиях полной темноты. Как вы уже поняли, он при работе горит постоянно. Наушники выполнены в закрытом форм-факторе, и окружающим из того, что у вас проигрывается, слышно ничего не будет. Звуковод с тыльной стороны он прикрыт металлической сеточкой, а сбоку имеет специальный выступ для улучшения удержания амбушюр. В принципе, что довольно стандартно. Восьмое. Управление сенсор. Не люблю я его, хотя после первых суток использования хотел его назвать идеальным. Но нет. 1 раз из 10 тоже подглючивает. Но вообще более-менее адекватные сенсоры мне попадались редко. Кратко зажимаем, включаем, выключаем наушники, одиночное нажатие паузы, удерживаем на пару секунд, следующая или предыдущая композиция. Конечно же, можно вызвать Siri, а также ответ на звонок. Никаких изысков из разряда изменения громкости через наушники здесь нет. Из плюсов можно выделить, что срабатывает сенсор только в том случае, если палец полностью закрывает площадку, что довольно неплохо спасает от случайных нажатий. Девятое. Из кодеков AAC и SBC. AAC работает намного лучше,
звук в разы чище, чем SBC, не знаю почему. Автоматически включается именно AAC. Микрофон посредственный, не сказать, что плохой, но и хорошим назвать сложно. Шумодав в нем отсутствует, пассивное шумоподавление в самих ушах работает, кстати, хорошо, в электричке ничего не слышно. Снова про микрофон, здесь все стандартно. Вот вам тест в помещении на улице и сами решайте, нормальный он или нет. Потому что я слегка устал спорить в комментариях. Тест микрофона Weiser T1 в помещении. В принципе, в помещении, по-моему, разговаривать можно, но это решать вам. Тест микрофона наушников Weiser TP1. Ну, по моему мнению, в лесу с небольшим ветром, в принципе, слышно хорошо. 10. Заметная задержка отсутствует. Подключаются, как я уже говорил, уши молниеносно. Нижние и средние частоты, как и у всего затычечного, на хорошем уровне. Высокие на втором плане. Вокал здесь слушать, если честно, не особое удовольствие. На высокой громкости звук выдается без возможности выделить что-либо из инструментов. Кратко, звучание для затычек достойное. Много инструментов в композициях для этих ушей противопоказано. Прозрачности в звуке реально не хватает. Иногда на малой громкости наушники шипят, что очень странно, очень плохо, но тоже бывает. Скажем так, я это ловил всего пару раз, но это заставляет задумываться. Резюмирую сегодня тем, что несмотря на то, что эти затычки мне понравились, они не лишены недостатков. На 100% громкости наушники довольно часто захлебываются. Использовать по одному наушники нельзя. Отдельно можно использовать только правый наушник. Левый отдельно не только нельзя отдельно подключить, но даже когда оба уха привязаны у вас к одному телефону, если правый наушник поместить в бокс, левый отдельно играть не будет. Если поместить левый наушник, правый, соответственно, будет работать. Он в паре главный. Для и правда достойного звучания необходимы амбушюры именно под вас. Слегка посредственный микрофон для таких размеров ушей, притом сами микрофоны располагаются, очень странно. Но в то же время реалтековский чип Bluetooth, который не дает обрывов, даже когда вы кладете телефон в задний карман или рюкзак, либо катаете на велосипеде, очень классный, сочный, объемный бас. Громкость, которая может помочь вам оглохнуть и более чем хайповый внешний вид. Иногда на нулевой громкости, повторяюсь, слышен фоновый шум, что очень сильно напрягает. Звукоизоляция хорошая. Если еще обозревать наушники этой фирмы, но других моделей, а там есть еще модели с защитой от воды IPX7, пишем в комментариях, обязательно их куплю. Следующий обзор будет на 10 недостатков умных часов Amazfit GTR. И кто не подписан, не забываем подписываться, ставить лайк, коммент, колокольчик и участвовать в розыгрыше. Девайс сюда или нет, польза нет даст ответ. Добра и удачи вам, дорогие друзья.